Привет, друзья! Необычные, мясные, сочные китайские паровые пирожки с чем-то схожи с пигоди нашими. Они могут быть приготовлены с разнообразными начинками, но обязательно на пару. Очень вкусное блюдо, и поэтому оно популярно не только у китайцев. Попробуем приготовить со мной. Поехали! Беру обычную муку высшего сорта, солю, кладу немного сахара и дрожжи, замешиваю с водой. Вода обычная, из-под крана. Замешиваю несколько минут, до тех пор, пока не получится крутое тесто, как на пельмени. Точные пропорции, сколько ушло воды у меня, я напишу снизу под описанием этого видео. Надо учитывать только, мука у всех разная и впитывает воду тоже по-разному. Накрываем тесто и даем ему подняться в теплом месте. Пока тесто отдыхает, делаю мою любимую начинку с йомди. Это дикий чеснок или джусай, как его еще называют. Хорошенько перед этим я промыла и просушила. Режу очень мелко и кладу в чашку, где у меня говяжий фарш. Можно использовать и свиной фарш. Лук репчатый мелко тоже порубила и чеснок. Поверх чеснока выливаю кипящее растительное масло. Таким образом чесночный запах приобретет более веселые нотки. Теперь кладу соль по вкусу и черный перец, сливовый сироп для вкуса и соевый соус. Теперь все тщательно перемешиваю и оставляю начинку. Тесто хорошо увеличилось в объеме, оно стало более мягким и рыхлым. Делаю углубление посередине и растягиваю. Получается сразу вот такая колбаска. Делю сразу на небольшие кусочки, весом не более 40 грамм. Беру каждый кусочек и обминаю, собираю в шар, слегка придавливаю затем ладошкой. Получается вот такая небольшая лепешка. И чтобы было удобнее ее раскатывать. Накрываю лепешки, затем пленкой, чтобы они не обсыхали. Раскатываю небольшой скалкой тесто потоньше по краям, а в середине получается вот такая небольшая подушечка. Это для того, чтобы донышко паровых пирожков баоци не рвались. Если тесто липнет к рукам, присыпайте обязательно мукой. Кладу начинку побольше и поплотнее, так как начинка уменьшается в готовом виде, а тесто увеличивается намного. Если будет мало начинки, то образовывается большое пространство внутри баоци паровых пирожков, и они опадают. Собираю баоци по кругу мелкими защипами. Мне удобнее формировать пирожки на весу. В принципе, получается как хинкали, только в отличие от хинкали тесто дрожжевое. Затем закрываю дырочку и придаю более высокую форму, покручивая баоци на столе. Необычная форма паровых пирожков баоци в виде такой красивой лепки и отличает ее от наших пигодий. Сходство невероятно большое, только внешний вид другой. Чем тоньше раскатаете тесто по краям, тем красивее и отчетливее получится рисунок в виде солнышка. Баоци – это китайское название, следовательно и происхождение оттуда, этих замечательных паровых пирожков. Перед тем, как их отправить на газ, даем им подняться на час-полтора. Накрываю крышку, предварительно закрыв дырочки тестом. Ставлю на сильный огонь и парю 20 минут. Затем огонь уменьшаю и парю еще 10 минут на слабом огне. Подготавливаю соевый раствор. Обязательный ингредиент – это соевый соус, а остальное уже на свое предпочтение. Главное, чтобы был чеснок и уксус. Да и зелень не помешает. Если есть острый перчик, то это в самый раз.
остренькое одобряется всегда, особенно в нашем доме. Для аромата кладу немного пряное перцовое масло. Пигоди и паровые пирожки Баози делают немного пресными, чтобы потом наслаждаться соевым соусом. И это не преувеличение, поэтому готовьте соус побольше. Китайские паровые пирожки Баози подают горячими и обязательно соусом. Тесто получилось воздушным и нежным, начинка сочная и вкусная, невероятно вкусно с добавлением йомди. Попробуйте приготовить, и я думаю, что она вам придется по вкусу. Это легкое диетическое блюдо, которое легко усваивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. С вами была Наталья.